Уже довольно продолжительное время мы с вами наблюдаем новую тенденцию. Селебрити одна за другой, кто довольно долго был в пышной форме, демонстрируют свою обновленную, подтянутую фигуру. Из уст большинства мы слышим, что это упорный труд в зале и строгая диета. Но вот от некоторых, что им на помощь пришли чудесные препараты для похудения. И лишь единицы признались, что это был Оземпик – средство для людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением. И сразу вытекает вопрос, а как же бодипозитив? Ведь некоторые твердили, что им комфортно в своем теле, и они больше не собираются прогибаться под требования общества и голливудские стандарты красоты. Обычное лицемерие? Стандарты вновь победили? Или возникли проблемы со здоровьем? Привет, я Надин. И сегодня мы посмотрим на звезд той самой новой, тайной супердиеты. Лично прошу расценивать это видео исключительно с точки развлекательного характера. Никогда не используйте препараты без назначения. Если у вас возникли проблемы с весом, в первую очередь обратитесь за медицинской помощью, где вам точно установят причину, и лишь тогда начинайте прием. Не забывайте главное, шоу-бизнес – это розовый фантик, который навязывает все то, что вам, скорее всего, не нужно и чаще всего вредит. Устраивайтесь поудобнее, я начинаю. Начну я с истории одной из самых успешных и влиятельных женщин Голливуда – Опры Уинфри. В 1976-м Опра заявила о себе как телеведущая. Начиная с выпусков новостей, она быстро пошла вверх. 8 сентября 1986-го вышел первый эпизод шоу Опры Уинфри. По мере роста популярности сценарий шоу расширялся и в конечном итоге дошел до того, что ей стали давать откровенные интервью многие звезды. Шоу очень часто попадало под критику за оскорбительные вопросы со стороны Уинфри, за отсутствие тактичности, за предвзятость и даже за пропаганду ненужной науки, которые стали как раз-таки различные препараты для похудения. Битва Опры с лишним весом была с ней на протяжении всей ее жизни. Уинфри делилась, как в 85-м актриса Джоан Риверс, не подбирая слов, напрямую спросила у нее: «Скажи мне, почему ты такая толстая?» В прямом эфире по национальному телевидению. Опра попыталась отшутиться, что просто обожает чипсы, но этот комментарий задел ее. Позже Риверс заявила ей, что она позволит Опре вернуться на The Tonight Show, если та сбросит 7 килограмм. Уинфри согласилась, что ей должно быть стыдно за свой вес, и вместо 7 килограмм вниз Опра набрала еще лишние 5. После своего триумфального преображения у себя на шоу Уинфри заявила, что была вечным участником этой диетической культуры. Через свои шоу, журналы и другие платформы на протяжении 25 лет она говорила о диетах, снижении веса, преображениях и прочем, сделав это чуть ли не своим основным продуктом. Это был публичный вид спорта – смеяться надо мной. Меня обвиняли и стыдили, и я винила и стыдила себя. Все эти годы винила себя за лишний вес. У меня есть предрасположенность, которую никакая сила воли не сможет контролировать. Вероятно, на фоне этой обиды внутри Уинфри не отказывалась на своих шоу задеть за живое других. В 2004-м Мэри Кейт Олсен обратилась в реабилитационный центр на фоне расстройства пищевого поведения. Опра пригласила близняшек к себе на шоу, где бестактно начала расспрашивать Мэри Кейт об анорексии. «Я знаю, что недавние слухи вас очень расстроили, верно? Эти вопросы о еде», – спросила она сестер. Эшли попыталась сразу перебить, ответив: «Люди всегда будут писать то, что они захотели написать. Ты либо слишком толстый, либо слишком худой». Опра перебила, спросив: «Какой у них размер одежды?», озадачив этим девушек. Мэри Кейт попыталась объяснить, что они не в курсе и всегда были миниатюрными, на что Уинфри с сарказмом ответила: «Очень интересно, я одержима размером, а вы говорите, я не знаю». После этого Уинфри очень сильно раскритиковали. За эти годы мир неоднократно видел, как Опра то худела, то снова набирала. Но серьезно за лишние килограммы она взялась в 2021-м, после операции на колене. После операции я начала ходить. Каждую неделю ставила перед собой новые цели, в итоге дойдя до 8 километров в день. Я начала чувствовать себя сильнее и живее, чем была, заявила она. Также Уинфри поделилась, что ест последний раз в 4 часа дня, пьет много воды и, естественно, знала о препаратах для снижения веса. Но была серьезно настроена доказать, что у нее есть сила воли, и она справится без них. Мы должны более терпимо относиться к тому весу, в котором решили находиться. Это должен быть исключительно личный выбор. Когда я впервые услышала про эти препараты, сказала себе, что должна добиться результата самостоятельно. Потому что принять наркотик – это самый простой выход, добавила Опра. Но сила воли дала трещину. И Уинфри открыто заявила, что теперь использует препараты
Их название она не сказала, назвав их подарком для таких, как она, кто годами страдал от насмешек и позора, добавив: «Я была в состоянии вечного шторма, то теряя вес, то набирая его снова. И так по кругу. Врач сказал мне, что сколько бы я ни пыталась, килограммы будут возвращаться». Но подчеркнула, что чудо-препараты не стали волшебным средством, что она очень много работала над собой, а лекарства лишь помогают заглушить пищевой шум, который постоянно крутится в голове, что ей нужно поесть. Согласно исследованию, которое тестировало данные препараты, у испытуемых были постоянные настойчивые мысли о еде, будто жизнь вращается лишь вокруг нее. Вот благодаря Оземпику и ему подобным этот пищевой шум заглушался. Специально об этих препаратах Опра сделала отдельный выпуск своего шоу, где призвала других освободиться от осуждений и стыда, и вместе со специалистами рассказала зрителям, что такое отпускаемые по рецепту лекарства для похудения, для кого они предназначены и как выглядят их побочные эффекты. Я завела этот разговор с надеждой, что мы сможем начать освобождаться от стереотипов, стыда и осуждений, перестанем стыдить других людей за лишний вес или за то, как они решают худеть. А самое главное, перестанем позорить самих себя, сказала она, добавив, что в попытках побороть этот стыд морила себя голодом почти 5 месяцев, а затем молниеносно набрала вес назад. Я потеряла 30 килограмм на жидкой диете, а на следующий же день я начала набирать их обратно. Также Уинфри добавила, что думала, что с мужчинами с лишним весом обращаются иначе, чем с женщинами. Но наконец поняла, что и те точно так же страдают от нападок и издевательств. Еще одним спорным моментом стало то, что Опра находилась в составе Weight Watchers, компании, которая предлагала услуги по снижению и поддержке веса, включая препараты. Уинфри решила покинуть компанию, объяснив это тем, что теперь хочет говорить обо всем открыто и не желает, чтобы возник какой-либо конфликт интересов. В середине июня 2024-го Опра попала в заголовки после своей госпитализации. Все, конечно же, решили, что это все из-за лекарств. Уинфри вышла на связь, заявив, что это был кишечный грипп, и вместе с ней в больницу увезли и других членов семьи. Но комментаторы остались непреклонны, уверяя Уинфри, что эти эксперименты до добра не доведут. Еще одна яркая история похудения случилась с Келли Кларксон, звезда которой зажглась после дебютного сезона American Idol в 2002. Кларксон подписала контракт с RCA Records и отправилась записывать свои суперхиты. Дебютный альбом Thankful принес ей первые строчки в чартах и признание всего мира. Все влюбились в новую энергичную оторву, которая начала составлять конкуренцию Аврил Лавин. Внешность обычной девушки, не худой и не с избыточным весом, нравилась миллионам, да и самой Келли. Я никогда не сомневалась в своей внешности. Я была счастлива, но всем постоянно надо было написать: она должна быть несчастна. Нет, у меня было все в порядке, сказала она. Но вот внезапно продюсеры поняли, что нет, так не годится. С такой внешностью дальше выступать нельзя. Келли должна стать типичной певичкой, не побоюсь этого слова. Но Кларксон открыто заявила, что для нее худоба, наоборот, антиуверенность. Передо мной лежали журналы и мне заявили: это твои конкуренты, и мы должны с этим конкурировать. Но это был даже не мой имидж. Я не такая. Мы все разные, и это нормально. Когда я была худее, мне приходилось биться больше, чем сейчас. А сейчас я довольна своей жизнью. Когда придет время, я собой займусь. С 2006-го только ленивый не отметил то, что вес Келли с каждым днем становился только больше. В 2018-м она наконец поделилась, что все это время боролась с аутоиммунным заболеванием и проблемами с щитовидной железой. Несмотря на все свои заявления, что ей комфортно в таком теле, что даже несмотря на лишние килограммы она получала хорошие контракты и проекты, мир внезапно увидел очень сильно похудевшую Келли Кларксон. По традиции, как обычно, что любит делать наша общественность? Естественно, обсуждать. Тренировки и диеты уже никого не удивляют и не вызывают интереса. А вот посплетничать, сделала ли Келли липосакцию или начала прием чудо-препарата, это же, конечно, как с добрым утром. Вмешательство хирургов она никак не комментировала, продолжая рассказывать о диете и тренировках. Затем певица пояснила, что она похудела, прочитав книгу «Парадокс растений» доктора Стивена Гандри, где описывалась диета без лектинов, в которой исключаются бобовые, цельнозерновые, некоторые овощи и молочные продукты.
В 2018-м Келли рассказала, что похудела на 16 килограмм, заявив, что проблемы со здоровьем заставили изменить свой рацион и начать прием препаратов. Но как только анализы стали нормальными, она прекратила прием. А в 2019-м написала в Твиттере, что хватит распускать фейки, что она принимает странные таблетки и придерживается причудливых диет. Все это неправда. У нее нет на это времени, она продолжает есть все то же самое, но только изменив ингредиенты. В 2023-м в Facebook появился пост, который выглядел так, будто его написала Келли. Но это было не так, и он стал вирусным. В нем фейковая Кларксон говорила, что купила эффективные жевательные конфеты для похудения. Также были несколько поддельных фотографий, на которых Келли держит эти самые конфеты. Этот пост привлек очень много внимания, что команде певицы пришлось вмешаться в происходящее. Но в мае 2024-го все увидели еще более похудевшую Кларксон. Многие удивились, как быстро она сбросила вес. Сразу же появились подозрения, что Келли начала делать инъекции. Поначалу она отрицала, но некоторое время спустя открыто заявила, что принимала препараты для похудения. Рассказала она об этом во время беседы с Вупи Голдберг, о которой я также расскажу. Келли не назвала, что за препарат, но добавила, что пошла на это из-за преддиабетического состояния. «Мой врач гонялся за мной 2 года, а я говорила, нет, я боюсь этого. У меня уже проблемы с щитовидной железой. Все думают, что это Оземпик, но это не так. Мой препарат отличается от того, что думают люди. Но да, мне тоже пришлось это сделать, потому что мои анализы стали катастрофически плохими, а вес дошел до 92 килограмм. Мне нужен был препарат, который расщепляет сахар, поскольку мой организм перестал делать это нормально». Певица снова попала под критику и за то, что не озвучила название препарата, и за то, что не рассказала об этом раньше, а постоянно отнекивалась. Фанаты открыто ей написали, что можно было бы и не врать, и что они прекрасно понимают, что там были вмешательства помимо диеты и тренировок, что невозможно буквально за 2 месяца сбросить почти 20 килограмм. Затем Келли рассказала, что в один момент не узнала себя в кадре. Внезапно я просто поставила на паузу и подумала, кто это, черт возьми? Ее вот-вот ударит сердечный приступ. Сама певица не рассказала, насколько она похудела, но некоторые предполагают, что не меньше, чем на 25 килограмм. Также она оставила душный Лос-Анджелес, перевезла свое шоу в Нью-Йорк, где теперь продолжает сохранять активный образ жизни, поддерживает свою диету и не позволяет хейтерам рушить ее душевное самочувствие. Естественно, если в мире зарождается новый тренд, сестры Кардашьян-Дженнер должны быть в центре него. Хлои, Кайли и сама Ким не остались в стороне от перемен. Девушки заметно похудели, и многие отметили, что, вероятно, также они начали удалять импланты и филлеры. Но каждая из них опровергла, что она использовала Оземпик. Хлои заявила, что ее перемены – результат большой работы над собой, а главным шагом для нее стало расставание с Ламаром Одомом, после которого для нее способом отвлечься от дурных мыслей и тоски стал спортзал. «Я не знала, что делать после расставания. Мне нужно было выбраться из этого гроба. Было сложно, но это был успех», – поделилась она, добавив, что теперь хочет быть образцом здорового образа жизни, не быть заложником цифр на весах и размеров одежды, просто чтобы люди поняли, что важно быть активным, сильным и здоровым. С самого начала своей популярности Хлои была, как назвала она сама себя, довольно крупной девочкой. Не скрывала свою любовь к еде и углеводам, но твердо решила, что пора меняться. «Большую часть жизни у меня был лишний вес, я всегда была пухленькой. Я занималась спортом, но никогда не преследовала конкретную форму. Меня больше интересовала еда. Поэтому мне пришлось переучивать себя. В молодости я перепробовала все диеты, какие только были на свете. Но единственное, что мне нужно было понять, что нужно контролировать свой разум. И тогда ваше тело всегда будет в форме». Но многие посчитали, что Дива не договаривает, и там также есть что-то иное, кроме спорта. На что она ответила: «Когда у меня было гораздо больше веса, если бы тогда был Оземпик, я бы, наверное, попробовала. Потому что я пробовала другие препараты. Я пробовала любую причудливую тенденцию по снижению веса, кроме той, которая действительно работает. И это изменение образа жизни. Давайте не будем дискредитировать мои годы тренировок. Я встаю 5 дней в неделю в 6 утра, чтобы тренироваться. Пожалуйста, прекратите свои предположения».
Кайли же попала под слухи про Оземпик после своей второй беременности, которые она также опровергла, сказав, что вернулась к своему весу без помощи лекарств. Я вернулась к тому весу, который был до того, как у меня появились дочь и сын. И люди начали сравнивать мои фотографии, где я после родов всего пару месяцев спустя. Все забыли, что у меня 2 детей, и я постоянно набирала. Мой вес добирался до 90 килограмм, но я вернулась в форму без помощи лекарств. Люди сразу начали обвинять меня, что я принимаю наркотики или что-то в этом роде. Нет, это была работа в зале и нормальное питание. Обществу нужно научиться проявлять больше терпения и сочувствия к окружающим, заявила она. Но нападки из-за веса были не единственными. В сентябре 2023 на Парижской неделе моды Кайли решила, что появится с минимум макияжа, потому что ее постоянно критиковали за то, что на ее лице много всего. Но ничего не изменилось. Токсичные комментаторы продолжили оскорблять ее внешность, только теперь спрашивая, а что с лицом? Также Дженнер-младшая делилась, что растворила половину филлеров с губ и не делала большинство процедур, которые все так яро приписывают к ее лицу. Ну а Ким свели с Оземпиком после ее выхода на Мет-гала, где она появилась на красной дорожке в корсете, в котором ее талия выглядела как нечто инопланетное. Еще моментом обсуждения было селфи Ким, на котором она демонстрировала свой подтянутый живот. В комментариях многие заметили, что она очень сильно сбросила вес, а знаменитая попа Кардашьян стала заметно меньше. Ким сразу же заявила, что не делала ничего вредного для своего здоровья, что просто исключила из рациона сахар, жирную и жареную еду и встает в 5 утра для тренировок. Поверил ей мало кто, потому что в этой внезапной эстафете «Скинь пару кило» не были замечены только Кортни и Кендалл. Мама Крис также делилась фотографиями обновленной себя, под которой сразу же появились комментарии, что в поезде Оземпик и еще +1. Одна из главных звезд комедии, несравненная Вупи Голдберг, с самых первых ролей покорила всех своей неординарностью. В 85-м она дебютировала в кино с картиной «Цветы лиловые полей», за роль в которой сразу же была удостоена Золотого глобуса и Оскара. Казалось бы, путь был положен. Ей легко далась глубокая драматическая роль, но далее Вупи выбрала более легкий и развлекательный жанр. Вышли «Действуй, сестра», «Рыцарь Камелота», «Крысиные бега» и множество других проектов. Все полюбили Вупи за ее настоящие эмоции и нестандартную внешность. Годы шли, Голдберг продолжала радовать мир своими новыми ролями, стала одной из ведущих The View, но в 2021 в ее жизни случился переломный момент. На съемках фильма «Тил» ей задали вопрос: «На вас надели накладки для лишнего веса?» Вупи серьезно задумалась, ведь их на ней не было. «Я жила своей жизнью, делала дела и совершенно не задумывалась о внешности. Но услышав этот вопрос, я расстроилась и начала спрашивать людей, заметили ли они, как я прибавила в весе. Я спрашивала, я всегда так выглядела? И они отвечали мне: «Ну мы думали, ты в курсе», — поделилась актриса. И Вупи начала путь перемен. Перепробовала множество способов и препаратов, но помог ей Мунджаро. Об этом она открыто заявила на шоу Келли Кларксон. «Я весила почти 137 килограмм. Вес появился из-за проблем со спиной и тех препаратов, которые я принимала для ее лечения. Я всегда чувствовала себя собой, а потом увидела себя со стороны и подумала: «О, дорогая, это слишком многовато для тебя». Я скинула вес почти 2 человек, и помог мне в этом укол Мунджаро», — рассказала она. После своей трансформации Вупи серьезно решила, что станет одной из тех, кто будет бороться со всеми этими ненужными стереотипами, которые висят вокруг препаратов для похудения. Что в мире огромное количество людей, которым они могут не просто улучшить жизнь, а спасти ее. Вы должны взять ответственность на себя и посмотреть, что происходит с вашим телом. И нет ничего плохого в приеме препаратов для похудения. Всякое случается. Ты достигаешь определенного возраста и падаешь с небес на землю. Но ты должен снова поднять это все, перекинуть через спину и продолжать двигаться», — заявила Вупи, добавив самое главное, что пора перестать судить всех за тот или иной выбор, который они сделали. Дочь великого и ужасного Оззи Осборна Келли повзрослела на глазах у всего мира. Если большинство считают, что прародителем реалити-шоу о своей жизни является семейство Кардашьян-Дженнер, это далеко не так. В нулевые весь мир следил за тем, какую прекрасную дичь вновь натворит семейка Осборн. Келли всегда придерживалась образа оторвы и делала вид, что ей наплевать, что про нее думают другие. Но годы спустя в своих подкастах она начала делиться, насколько тяжело ей было выносить всю ту критику и ненависть, что люди писали и говорили о ней и ее внешности, где, конечно же, больше всего доставалось ее весу.
Келли решилась на перемены и вместе с матерью появилась в новом образе, который шокировал многих. Поклонники не оценили болезненную худобу, но Осборн-младшая осталась довольна. Чудом в похудении обеих стал Оземпик. Я думаю, это потрясающе. Есть миллион способов похудеть, почему бы не сделать это с помощью чего-то не такого скучного, как тренировки? Больше всего такую правду ненавидят те, кто делает это тайно или злится, что они не могут себе этого позволить. К сожалению, сейчас это очень дорого, но конечный результат того стоит, заявила Келли. У Шерон же все прошло не так гладко. Кроме неприятных побочных эффектов, Осборн-старшая скинула больше, чем собиралась. За 4 месяца приема инъекций Оземпика она похудела на 19 килограмм, но делать этого не собиралась. Я не хотела так худеть. Это произошло не намеренно. Первые пару месяцев меня тошнило. Каждый день меня тошнило. У меня болел желудок и другие органы. Я поняла, что пора остановиться. Моим самым большим весом была цифра в 104 килограмма. Сейчас я хочу сохранять эту отметку в районе 47. Теперь мне нужно набрать недостающие килограммы, рассказала она. Шерон похудела до 44 килограмм при росте 158 сантиметров, что Оззи категорически не оценил, начав опасаться, что с его женой что-нибудь случится. Теперь Осборн пытается набрать вес, но, как она заявила, тело отказывается от этих процедур, и нужные килограммы просто не появляются. Следующая наша героиня бесспорно одна из главных звезд нулевых. Звезда Кристина Агилеры зажглась ярко в 99-м. Мир услышал Genie in a Bottle и влюбился в ее невероятный вокал. За 10 лет Кристина успела примерить на себя и образ кумира подростков, и яркое оторвы с пирсингом, и побыть ретро-дивой. Все это время все рассматривали ее фигуру и считали безупречной, но для самой Агилеры это было не очень просто. Она делилась, что одержимость СМИ ее весом была особенно болезненной, и что большая часть ее самооценки в то время основывалась на том, насколько она была худой. Когда ты подросток, у тебя совсем другое тело, чем в 20 лет. Я начала полнеть, что было категорически неприемлемо. Со всех сторон начали сыпаться слова, что я стала толще, а продюсерам нужно было тело худого подростка, заявила певица. В 2010-м состоялась премьера нашумевшего мюзикла «Бурлеск», где для роли Кристина скинула слишком много, далее рассказывая, что стала очень худой, что ей не понравилось. В 2012-м состоялась премьера альбома «Lotus», где только ленивый не написал «А почему Кристина так потолстела?». Она поставила всех на место, заявив, что ее все устраивает. Я не взвешиваюсь. Все зависит от того, как я себя чувствую в своей одежде. То, что хорошо смотрится на одном человеке, может не подойти другому. Я очень уверена в себе. Чтобы достичь этого, нужно время. Но все дело в том, чтобы принять себя и свое тело. Перед выходом альбома я открыто заявила лейблу: вы работаете с толстой девчонкой. Смиритесь с этим. Иногда нужно напоминать, что я им не принадлежу. Это мое тело. Мое тело больше не может подвергать себя опасности, потому что мое тело больше не главное блюдо на столе. Однако в 2013-м все вновь смотрели на заметно постройневшую Кристину. Как сообщил источник, сделала она это в первую очередь для своего разума. Она занималась только теми видами тренировок, которые были ей по душе. В 2018-м Агилера выпустила альбом Liberation, где на этот раз критиковать ее начали не только за вес, но и за ненужные инъекции. Многих оттолкнуло то, что в фотосессии она якобы призывала к естественности, но вот филлеры на ее лице говорили обратное. Последующие 6 лет Кристина не реагировала на критику и жила в том теле, которое ей было по душе, заявив, что с диетами покончено, и она ненавидела быть худой. Но в начале 2024-го поклонники певицы очень удивились, увидев ее кардинальные перемены. Агилера вновь стала стройной, а некоторые отметили, что даже слишком. О препаратах она никогда не говорила, но кардинальных отрицаний также не было. Многие, естественно, написали, что звезда – новый пассажир поезда Оземпик. А Кристина ответила лишь одно: сейчас я повзрослела, и мне плевать на мнение других. Мнение других людей обо мне не мое дело. Также кардинальными переменами всех удивила и Джессика Симпсон. Ее популярность начала в тот же период, что и успех Кристины и Бритни, с которыми ее очень часто сравнивали. Особенно со второй, настолько, что дело доходило до оскорбительных выражений в виде дешевой копии и тому подобного. Но несмотря на это, Симпсон смогла преуспеть и в музыке, и на телевидении, и выпустить одну из самых успешных коллекций одежды. Продолжая строить успешный бизнес, Джессика успела стать мамой 3 детей. И именно в этот период она столкнулась с самой жестокой критикой своего веса. В 2020-м она выпустила
выпустила мемуары под названием «Открытая книга», где подробно рассказала о борьбе с зависимостями от алкоголя и лекарственных препаратов, а также давлении, которое она испытывала со стороны людей за ее лишний вес, что вызвало проблемы с телом и психикой. В мае 2020-го Симпсон поделилась фотографией своей фигуры и вызвала восторг поклонников, которые называли ее воином и хвалили за проделанную работу. Но после выхода фотосессий для журнала Bustle поклонники очень сильно забеспокоились. Джессику было не узнать. Поклонники начали писать, что она увлеклась всем – и диетами, и хирургией, что ее внешность стала выглядеть слишком болезненно, и начали подозревать, что дело тут не только в пластике, но и в том, что она также решила попробовать Оземпик, на что она ответила: «Господи, это не так, это не Оземпик, это сила воли. Люди хотят, чтобы я снова начала пить, потому что тогда я была с лишним весом, или они хотят, чтобы у меня родился еще один ребенок? Мое тело не может этого сделать. Собираюсь ли я позволить негативу сбить меня с толку? Нет, я слишком стара для этого. Я слишком привязалась к самой себе, чтобы позволить этому сбить меня с толку. Но это не значит, что это не больно», заявила она. Элизабет Вулридж Грант, полюбившаяся всем нам как Лана Дель Рей, также оказалась в центре слухов. Исполнительница таких хитов, как Born to Die, Summertime Sadness, Lust for Life и многих других с юных лет была погружена в мир музыки и творчества. Но и также с юных лет оказалась заложницей зависимостей. В 15 лет у Ланы начались проблемы с алкоголем, что заставило родителей отправить ее в специализированный интернат, где ей помогли избавиться от этой пагубной привычки. Причиной этому стало то, что Элизабет была очень впечатлительным ребенком, который не мог поверить, что все живое смертно. И в итоге алкоголь стал ее первой любовью. Так его назвала сама певица, рассказав, что у нее постоянно ощущение, будто все свои песни она пишет именно о нем. Лана очень быстро завоевала слушателей и стала одной из самых успешных исполнительниц наших дней, что, конечно же, привело к тому, что обсуждали не только ее талант, но и внешность, которая к 2022-му заметно изменилась. В марте 2023-го обсуждения ее веса вышли из-под контроля. Тролли в Твиттере перестали следить за своими словами и сравнили лишние килограммы Рэй с терактом 11 сентября, написав: «Ее вес хуже, чем 11 сентября». Гения тут же забанили, а поклонники вышли на защиту кумира, сказав, что человек не обязан всю жизнь сохранять один и тот же размер, что все тела красивы и имеют свои достоинства. Но вот в начале 2024-го Лана попала под критику уже за обратное. После выступления на Коачелле, где все увидели ее преображение, ее начали обвинять в злоупотреблении Оземпиком, отметив, что за 3 месяца она скинула вес подозрительно быстро. Но главным было то, что те, кто хвалил ее новый образ, затем писали, что они не смогли купить Оземпик. Еще один наглядный пример, что не нужно верить всему, о чем вещает интернет. Дель Рей свои перемены комментировать никак не стала. На фоне всей этой оземпической истерии многие стали ошибочно приписывать к ней знаменитостей, которые добились потери веса сами или вообще не по своей воле. Ими стали Адель и Мисси Эллиот. Адель шокировала всех, когда опубликовала фото новой себя в Инстаграм, сказав, что она скинула около 45 килограмм. Но все забыли, что к этому она шла больше 2 лет, и ее прямой целью не было скинуть именно столько. Она делилась, что нашла в тренировках свое спокойствие, которое ей было так необходимо. Тренировалась по 3 раза на дню и не сказала об этом ни слова у себя на страничке, также добавив, что всегда была и будет человеком бодипозитива. Чтобы быть бодипозитивным, не обязательно иметь избыточный вес. Вы можете быть любой формы и размера, заключила певица. Мисси же долгое время боролась с болезнью Грейвса, которую ей диагностировали в 2008-м. Болезнь Грейвса – это заболевание иммунной системы, которое вызывает проблемы с щитовидной железой. Больные стремительно теряют вес, несмотря на повышенный аппетит. Появляется учащенное или нерегулярное сердцебиение, усталость, трясущиеся руки, проблемы с переносимостью жары, сильные головные боли и начинают выпадать волосы. Болезнь настолько прогрессировала, что Эллиот физически не могла писать песни, а из-за тремора едва не попала в серьезную аварию. На 10 лет Мисси покинула сцену. Ей стало гораздо лучше. Она нашла подходящую для себя диету и хороших специалистов, которые помогли Эллиот вернуться на сцену. Были также те звезды, которые открыто рассказали о побочных эффектах, которые появились у них после приема Оземпика.
Актриса Эми Шумер поделилась, что попробовала препарат в 2022, после чего ей стало очень плохо. Она долгое время была без сил, что просто-напросто не могла поймать мяч, который кидал ей сын. И прошлась по другим селебрити, которые внезапно похудели, но продолжают уверять весь мир, что дело лишь в тренировках и питании, призвав их быть более искренними. Плюс-сайз-модель и блогер Реми Бейдер начала прием по настоянию медиков. Через несколько месяцев она отказалась от него и впала в сильное переедание. Она поняла, что очень долгое время просто не была голодна. Как только Реми вышла из этой озимпической машины, она набрала вдвое больше веса. А вот актриса Ребел Уилсон, так же как и Вупи, заявила, что препараты могут хорошо помочь, что и сделал Озимпик в ее преображении. Многие писали, что если она похудеет, то потеряет свою изюминку, ведь все привыкли видеть ее позитивной толстушкой. Но она пошла на этот шаг ради себя, открыто признавая, что всю жизнь у нее были проблемы с едой. Что она вечером съедала ванну мороженого, а затем из чувства ненависти к себе шла в зал и 1,5 часа бегала до сильной боли в спине. К новой себе Ребел шла год и сейчас призывает женщин не зацикливаться на том, чтобы выглядеть как модели Victoria's Secret, что все должны выглядеть самими собой и что она вполне довольна тем, что на ее теле все равно есть пару лишних килограмм, которые ей не мешают. Озимпик на себе успели испытать не только женщины, но и мужчины. Актер Стивен Фрай поделился, что был одним из первых, кто попробовал на себе этот препарат, и остался в восторге, потому что кроме аппетита у него пропала и тяга к алкоголю. Однако затем появились побочные эффекты в виде сильной рвоты, которая продолжалась несколько дней, и актер прекратил прием. Также не прошел мимо чудо-препарата и Илон Маск, написав в Твиттере, что похудел на 14 килограмм. На вопрос, в чем его секрет, миллиардер ответил: «Диета плюс Озимпик плюс никакой вкусной еды рядом со мной». Были и те, кто попал под слухи. Поклонники 50 Цента, которые привыкли видеть рэпера с немалой такой мышечной массой, были очень удивлены, увидев его новые фото, и начали подозревать, что он попробовал пару инъекций. Но 50 все опроверг, сказав, что трудился в зале и скинул 18 килограмм. Ну и все начали обсуждать обновленного Джесси Племонса, который скинул вес ради роли в фильме «Падение империи». Актер заявил, что ничего не принимал, но понимает, что бесполезно себя оправдывать, и люди будут верить только в то, во что хотят сами. Джесси посидел на интервальном голодании, а дальше ушел в более здоровый образ жизни, который, по его мнению, изменил в голове что-то в лучшую сторону. Но есть среди звезд и те, кто очень критично отнесся к этой новомодной тенденции. Кейт Уинслет, услышав про Озимпик, отреагировала очень эмоционально, заявив, что все это звучит ужасно, и предложила всем лучше съесть еще чего-нибудь. А ведь она всегда была среди тех, кого постоянно критиковали за вес. Также негативно об этом высказалась Белла Торн, сказав, что миру снова навязывают сумасшедшие стандарты красоты, которым никто не сможет соответствовать, если только ты не на Озимпике. Подытожив свои слова тем, что, найдя любимое дело, отдых и душевное благополучие, можно справиться совсем самостоятельно. И послала Озимпик нахер. А Софи Тернер была в ужасе, когда увидела, что реклама Озимпика расклеена по всему метро. Все сначала подумали, что она перепутала, ведь его рекламируют как средство для больных диабетом, но нет. Постеры гласили именно о похудении и представляли препарат как новое чудо-средство. В заключение от себя добавлю пару слов. Мы видели уже огромное количество разных тенденций. Брови-ниточки менялись на почти сплошную монобровь, заниженная талия переехала в оверсайз, но все эти веяния безобидны. Это мода, и она постоянно меняется. Но когда мода начинает лезть в твое здоровье, с этим нужно бороться. Тенденция Озимпика именно то, с чем нужно бороться. Это препарат, предназначенный для людей, которые страдают серьезным заболеванием. Этот препарат не для здорового человека. Радость от картинки в зеркале может стать затем очень печальной. Если вы стремитесь похудеть, если уже полны отчаяния, прошу вас, обратитесь за профессиональной помощью. Не верьте тем картинкам, что селебрити постят у себя на страничках. Каждый из нас уникален, красив, и у каждого есть свое место в этом мире. Направьте фокус на то, чтобы найти именно его, а не пытаться скопировать чужую жизнь, которая вполне вероятно может быть абсолютно несчастной. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь в комментариях, что думаете об этой новой одержимости. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня везде, где только сможете и захотите. А я пошла работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.